И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим, как еще можно подавать хип-хоп и как еще его можно обыграть. Это правда, что на сегодняшний день смешалось все со всем, и жанровые границы настолько условны, что служат зачастую лишь для того, чтобы просто поставить бирку на том или ином звуке для проще категоризации и последующей продажи. Другими словами, данный артист на сегодняшний день является одним из новаторов, современного хип-хопа, при этом оставаясь в ключе андеграундной хип-хоп, трэп и прочие около ньюскульной рэповые сцены. И это то новаторство, которое лично мне подходит более чем удачно. Ghostman. Поправьте меня, если я как-то неправильно называю этот никнейм, но насколько я помню, в подкасте No Jumper Ghost представлялся именно так. Один из молодых и перспективных рэперов, родом из Америки, известный своими коллабами с представителями андеграундной сцены типа Вейви Джонса, Пуи и различного рода битмейкеров, несмотря на то, что довольно часто Ghost пишет инструменталы сам для себя и за редким исключением работает в спайке с другими битмарями. Например, его работа Кали Юга с Клams Casino служит одним из таких редких примеров. По факту для меня данный артист раскрылся и пришелся по душе, когда я его услышал в треке Thousand Rounds вместе с Пуя, где он выдал свой парт на сверхскоростной манер, просто вот мэ. Плюс мне показалась интересной вся та эзотерика-мифологическая подоплека и символика, которая очень часто проскакивает в текстах его треков. И вот на днях Ghost выдает очередной релиз под названием Гексада, от которого я ожидал совершенно нового звука и подхода к производству музыки. Отчасти я это получил, а отчасти в этом релизе был тот самый Ghost, которого я слышал в предыдущих его треках. Так вот, с облогой и названием у нас одновременно все сложно и просто до нельзя. Если брать облогу, то у нас там портрет самого маэстро на черном фоне, и ничего особенного, казалось бы, здесь нет. Но самая заковыка именно в названии альбома, которая также проскакивает и в одноименном треке, и в треке Polaris, насколько я правильно помню. Так вот, эта самая Гексада – один из эзотерических символов, которые любят всякого рода поклонники алхимии, мифологии и различных магических практик и прочей псевдонаучной белиберды. Вот, например, Педивикия нам указывает, что Гексада является одним из компонентов так называемой энеограммы, которая была разработана в свое время Оскаром Ичаза и впоследствии вдохновившая Гурджиева на создание и развитие концепции закона семи. Фигура энеограммы состоит из трех частей: круга, внутреннего треугольника, соединяющего 3, 6, 9, и так называемой шестиконечной звезды, соединяющие углы 1, 4, 2, 8, 5, 7. Согласно эзотерическим духовным традициям, круг символизирует целостность, внутренний треугольник символизирует закон трех, а шестиконечная фигура, то есть гексада, символизирует этот закон семи. То есть последовательность 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1 представляет собой периодическую десятичную дробь, которая возникает при делении единицы на 7. При этом еще не стоит забывать, что гексада по факту является тем же шестиугольником типа звезды Соломона, шестиугольника богов в индуизме, шестиугольника Кроули и прочие религиозные шушеры, которые себе в голову я бы не рекомендовал забивать никому. Но чисто с артистической точки зрения, такой подход к названию и последующему концепт-контенту альбома выбран более чем удачно. Тем более, что лично Ghost'у подобная символика близка по душе, и он, наверное, единственный, кто решился адресовать подобный эзотерический контент в современной музыке. Так вот, как бы там ни было, гексада или шестиугольник зачастую означает некоторый баланс сил, энергий, личностей, характеров или чего бы там ни было на выбор мыслителей, философов и прочих любителей объяснить действительность за счет несуществующих объективно материй. Если какой бы там ни было баланс в образе героя Ghost'а присутствовал, то скорее это баланс между агрессивностью и депрессивностью данного героя, которого мы видим в альбоме. Ведь зачастую только такую тематику и образы мы видим в текстах треков. Со стороны музыкального контента мы имеем здесь 12 треков длительностью где-то в 27 минут, что уже выстраивается в некоторый тренд. Вы, кстати, не заметили, что последние рэповые релизы зачастую не превышают по длительности полчаса? А я заметил, ребят, исключением разве что можно взять Suicide Boys, которые штампуют свои саги Kill Yourself по несколько штук, и в итоге получается по хронометражу чуть-чуть больше. А вот если брать по отдельности каждую из саг, то да,
коротковатые релизы пошли в современном хип-хопе. Это неплохо, а скорее хорошо. Не надоедает на слух и позволяет чаще выдавать релиз за релизом в такой сжатой, компактной форме. Я просто отмечаю тренд. Плюс я всегда за то, что лучше пусть контента будет меньше, но он будет лучше и лучшего качества. А вот по звуку мы опять же имеем некоторое новшество. Я говорил, что ждал изменений в звуке по той простой причине, что я видел интервью Гоуста в подкасте No Jumper, где он говорил, что работает над совершенно новым релизом, в котором будут элементы индастриала и нойз электроники. Что мы, собственно, и получили с самого первого до последнего трека. Здесь преобладает сугубо грубый, грязный и очень шумный звук, который можно соотнести с классическим индастриалом. Индастриалом, каким вот он реально должен быть. При этом, при всем, конечно, мы имеем и гудящий суббас, и ударку в трэповом стиле со всеми этими брызгающими хай-хэтами. Ибо стиль есть стиль, и по факту, если бы этот элемент Ghost убрал, полностью, то вряд ли бы с инструментальной точки зрения альбом можно было бы хоть сколько-нибудь назвать хип-хоповым. По вокалу мы имеем его сигнатурную читку с переменой голосов и интонаций. Зачастую можем слышать скрим, как в треке Drown, или даже грязную перегруженную гитару, что добавляет некоторой грандкоровой такой или панковой стилистики, возможно. С читкой стиль все тот же. Только Ghost делает это довольно технично, быстро и привносит даже в этот замыленный паттерн рэпового флоу что-то свое и слегка другое. По тексту могу сказать, что он, наверное, самый адекватно написанный, если сравнивать с релизами последних дней и недель, особенно в ньюскульном рэпе. Да, здесь очень много депрессивно-суицидального текста, но вместе с этим он написан не со стороны ноющего эмо-кида, а агрессивного пацана, который хочет вместе с собой забрать в могилу еще и своих друзей, врагов, сук и прочих. Дескать, чтобы не было скучно и одиноко. Здесь же вышеупомянутая символика из различных эзотерических работ. В основном отсылки к Алистеру Кроули, которого Ghost упоминает из релиза в релиз, и подытоживает все это фразой «do what thou wilt». Дескать, делай, что хочешь и считаешь нужным, при этом понимая, что все это не акт вседозволенности, а показатель свободы мыслей и действий. В общем, да, другими словами, к построению текста, символики и смысла за ним стоит довольно взрослый подход. Плюс, стоит понимать, что сам Ghost постарше будет большинства андеграундных рэперов Америки. Пацану 26-27 лет, и это на самом деле очень заметно по вокабуляру, выбранному для треков, и общему суждению, которое выплывает из альбома. Не то чтобы я был с ним согласен по поводу всей этой вышеупомянутой псевдонаучной символики, но он ее использует умело, и чувствуется, что он искренен и верит в то, что он доносит. Короче, если вы ищете что-то новое, что-то депрессивно-агрессивное, с совершенно новым звуком, и если вы хотите услышать хип-хоп со здоровенной примесью индастриала и около метального вайба, то альбом для вас. Мне, кстати, он тоже очень понравился. Поэтому 4,5 из 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой паблик в Фейсбуке, страничку в Твиттере и в Инстаграме, ссылки к которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо, всем пока!